Здравствуйте! Сегодня я хочу вам рассказать о том, как легко, безболезненно и быстро избавиться от депрессии. Достаточно смелое заявление. Тысячи врачей по всему миру и тысячи пациентов, и миллионы пациентов ищут решение этой проблемы. А тут появляется блогер и говорит, что это легко решить. Не переключайтесь. Я не фантазер. Я врач с 25-летним стажем работы в практической медицине. Почему? И я вам объясню свою точку зрения. Почему на сегодняшний день лечение депрессии является трудновыполнимой проблемой? Потому что не существует объяснения ее существования, ее механизма. Если с определением более-менее понятно, то механизм причины депрессии – это настолько широкое описание, тут разброд и шатание. К этому в механизм, в причину депрессии считается и стрессы, и неправильную выработку гормонов, и какие-то травмирующие факторы. Так ли это на самом деле? Я хочу дать вам другое объяснение. Я врач. И последние 20 лет я занимаюсь проблемой математической модели нервной системы. Основные постулаты этой модели я рассказал в других роликах, которые вы можете посмотреть на YouTube-канале «Аудиокатарсис Кузнецова». В нервной системе проходит огромное количество электричества, учитывая протяженность нервных путей, синаптические передачи, сопротивление, которое приходится преодолевать. Откуда берется это электричество? Электричество вырабатывается в нервной ткани только в двух структурах. Рецепторы и синапсы. Больше ему взяться неоткуда. Волокна отличаются частотой, с которой по ним идут импульсы. Есть волокна с частотой 1 Гц, есть волокна с частотой 180 Гц. По какому из них больше пройдет электроэнергия? В головном мозге не найден центр жадности, центр зависти, центр ревности, центр гнева. Существует только два центра. Центр страха и центр удовольствия. Оба они находятся в лимбической системе. Какова функция этой системы? Центр страха иннервируется низкоэнергетическими нервными волокнами. И когда поступление электрической или назовем ее нервной, да, энергии в мозг мало, его можно назвать режимом энергосбережения. В это время мы и имеем весь спектр эмоций, связанных с центром страха. Мысли вялые, двигаться не хочется, думать не получается, мир какой-то весь скучный. Если же потребление энергии в мозг велико, то мы имеем противоположную картину. Эти сигналы поступают в центр удовольствия. Мысли яркие, быстрые, четкие, двигательная активность повышена. И весь спектр наших эмоций зависит от того соотношения сигналов, которые поступают в центр страха и в центр удовольствия. Является ли лимбическая система каким-то модулятором, трансформатором электросигналов, поступающих в мозг, или она просто мониторит количество импульсов и, соответственно, электроэнергии, да, поступающей в центральную нервную систему, это, в общем-то, науке неизвестно. Ясно только одно, что положительные эмоции не приводят к здоровью физическому. Так же, как и физическое здоровье не приводит к положительным, хорошим эмоциям. Это две стороны одного процесса. Поиск нашего здоровья идет по двум рельсам – психического и физического здоровья. Ни один из этих рельсов не является главным. Они параллельны, хотя взаимоотношения между ними четко прослеживаются. Связь между ними я пока не сказал. Все логично, все имеет право на существование.
Теперь перейдем к практическим выводам данной теории. Депрессия возникает в результате того, что количество импульсов, сигналов в мозг резко уменьшается. И таким образом лечение депрессии должно включать в себя увеличение импульсации, увеличение подачи электроэнергии в головной мозг. И в принципе мы знаем, что в тех случаях, когда лечение помогает, именно это и происходит. Но незнание причины, вот той, о которой я вам сейчас рассказал, ведет к непониманию и нестабильности результатов. Очень часто лечение депрессии – это воздействие физических факторов. Солнце, воздух и вода – это всем известно, и это часто помогает. Но часто и не помогает. Так же, как лечение антидепрессантами. По сути, эти препараты создают увеличенную импульсацию в головном мозге. Но вроде бы это хорошо. Но по закону обратной связи, если в мозге достаточно импульсов, значит подавать с периферии нет необходимости. Мозг не требует. И отмена антидепрессантов ведет к тому, что даже те импульсы, которые подавались, их теперь нету. И мозг попадает еще в более глубокую депрессию. Происходит привыкание к антидепрессантам. Очень часто люди годами на них сидят. Что же выздоровление при приеме антидепрессантов происходит только в одном случае. Когда этот прием недолговременный, и за это время человеческий организм, человеческий мозг, человеческая нервная система самостоятельно восстановила проводимость нервных путей и сумела восстановить этот поток импульсов. Потому что лечение, которое сейчас используется неврологами, психиатрами, оно не направлено на увеличение этого потока. Улучшение состояния при лечении у психотерапевтов, психоаналитиков. Все эти психолекари идут, в принципе, по одному пути. Они пытаются вызвать в воспоминаниях дискомфорт. Они это называют страхами, комплексами, какими-то боязнью, принесенными с детства, стрессами, неважно. При переживании этих ощущений человек испытывает дискомфорт. То есть, по сути, увеличивается импульсация прохождения по пораженным нервным волокнам. И если переживая эти ситуации многократно, удается периодически пробить тот функциональный блок синаптической передачи для того, чтобы импульсация пошла по нормальному пути. Более точно этот процесс я описывал в своем ролике «Зачем нужны болезни?». Посмотрите, там этот процесс описан более детально. Но благодаря тому, что эта импульсация, которая вызывается на сеансах психотерапии, она недостаточно сильна, то прохождение проводимости, восстановление проводимости происходит далеко не всегда. Это и объясняет, почему так много школ психотерапии, психоанализа. Они работают, но работают недостаточно. И люди пытаются, врачи, психотерапевты, заинтересованные в своей работе, они пытаются найти способ эту задачу решить. Но, повторяю, до тех пор, пока они не пришли к мнению, что такое, чем вызывается депрессия, они это не сумеют сделать. В принципе, чем вызывается депрессия, я описывал еще и в ролике «Лечение депрессий». Теперь хочу рассказать вам немножко о методе аудиокатарсис. Предложенная мной методика
заключается в том, что подавая импульсы, внешние импульсы, которые по своим характеристикам полностью соответствуют характеристикам работы нервных волокон, удается достаточно быстро пробить эти функциональные блоки синаптической передачи. Сигналы начинают поступать правильно. Восстановление происходит очень быстро, буквально за несколько сеансов человек из глубочайшей депрессии выходит в нормальное состояние, он нормально живет. И считаю, что аудиокатарсис именно как способ лечения депрессии – это очень перспективный метод. Желаю вам психического и физического здоровья, счастья, ставьте лайки, подписывайтесь на мой YouTube канал Аудиокатарсис Кузнецова, следите за новыми